Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике ресторан. Ресторан называется он Oven Food, что означает еда из печи. В данном случае не знаю, что у них есть из печи. Я обнаружил лишь огромнейшее меню. Мы уже сделали опрос в Телеграме у меня в канале, поэтому заходите туда, подписывайтесь, потому что иногда, да, такое происходит. Интерактивчик, так сказать, небольшой. Поэтому мы уже выбрали блюдо. Давайте приступать. Местечко, как по мне, достаточно симпатичное. Вот если так под съемочки покажутся, то спроси, а где это находится? Ну, последнее, наверное, что придет в голову, это сказать, это во Вьетнаме. Нет, это нормальный, обычный европейский дизайн, красиво, все здорово выглядит. Первые два блюда, как я уже говорил во вступлении, выбрал я сам, а вторые два блюда выбрали вы. Вот так это все для вас уже происходило. Давайте я покажу. Вот оно. Полчаса с момента объявления голосования уже прошло. Пока первые два блюда пробуем, пускай проходит еще время, потом посмотрим, что там все-таки выбралось. А начнем с достаточно простых блюд. Мне захотелось креветочный салат с авокадо. Мне кажется, это неплохое симпатичное сочетание. И куриный стейк с сырным соусом. И это тоже достаточно забавно. Вторые два блюда, как я уже говорил, они будут ваши. Короче говоря, начинаем заказывать и начинаем пробовать. Куриный стейк под сыром. Ай-яй-яй. Тянется неплохо, но, господа, на запах я сразу чувствую, что это все-таки с тем самым местным сырком. Да, кайф, они, походу, замешали сюда моцареллу, но видите, мучнистость такая вот сверху. Это вот этот вот сырок дружбы или что там за какие мучные добавки. Ладно, давайте резать и пробовать. О, а здесь сбоку вообще ничего не тянется, просто пенка. Ну ладно. Стейк ли это? Ну, в целом, да. Куриный стейк. Шкурятка, мясо. Где-то, может быть, даже угадывается сочность. Здесь очень приличный слой кляра. Ну, давайте вот как-то так. Вот так. И попробуем. Посмотрим. Крем-брюле. Это мороженое. Ну, на вкус. Слушайте, я ожидал сырка дружба, но это мороженка. И мне нравится. Это неплохое сочетание действительно мяса с большим количеством сладости. Тут, очевидно, у Ромы вопросы появятся. Это, ребят, блюдо необычное для нашего человека. Сладкая курица в кляре со вкусом мороженого не всем подойдет, это однозначно. Но я могу сказать следующее. Это сочное, симпатичное пожаренное филе. Я хочу отдельно, вот без этой мороженки, наверное, кусочек филе вот сейчас, да, вот так вот отрезать. И с соусом. Ага. Что за соус-то, интересно? К мороженому. У них определенно шеф знает, что делает. Определить, что внутри, кроме горчицы, остроты, уксуса. Может быть, маракуйя, не уверен. Это вкусно. Это реально вкусный соус, во-первых. И он классно подходит к белому мясу.
Это кайфовый соус. Да. Кстати, острый. Да. Вы знаете, вот когда я увидел, что это под сыром, как обычно, знаете, вот это вот весь сырок дружба и прочее, здесь по-другому. Здесь это, похоже, то, что изначально во вьетнамской кухне предполагалось делать, а не то, что делают в стритфуде, пытаясь подразумевать вот это. Похоже, вот это то, что они хотели сказать, а там просто не умеют его готовить. Роман, пробуй. Я практически уверен, что тебе понравится. Несмотря на то, что это мороженка. Картошечку. Симпатичная, хрустящая, нормально все сделано. Здорово. Острый, Рома, аккуратно. Впрочем, ладно, кому я говорю. Роман, ваше наиавторитетнейшее мнение? Ну вот мне соус прям очень понравился. Он и к картошке подходит, и к курице подходит. Ну, курица, да, есть можно, это вкусно, но... Есть можно, заметьте. Ну да, дело в том, что сахара дофига опять, а я не люблю сладкое мясо. Если бы сахара уменьшить, ну хотя бы раза в 2, то мне бы прям очень понравилось. Хорошо, это, ну, на вкус просто для тебя сахар или чем-то обладает? Нет, ты все правильно сказал, это вкус, вот, аромат мороженки. Ну, курица подходит, а вот именно то, что сахар перебор для меня, это да. Ну, здесь, понимаете ли как, с одной стороны, вроде как, если ты снимешь этот кляр с вот этой вот насыпкой, соусом сверху сырным, да, ты съешь просто вкусную курочку. Но шарм в этом все-таки присутствует. И, пожалуй, первый раз, наверное, они просто хорошо приготовили. Именно то, что и предполагалось изначально. Просто там сырок дружба, а здесь что-то, видимо, посерьезнее. Шеф заморочился. Ладненько, окей. У нас салат с креветками и авокадо. Давайте перемешаем. А сколько креветок? Кстати, они с головами. Интересно. Окей. Сколько креветок? Авокадо вот вижу, да, попадается. А креветок что, 2 штучки, что ли? Ну, снизу, да, снизу ничего нет, сверху 2 креветочки. Да, не богато. Зелени-то много. Я даже не уверен, что достаточно майонеза-то на такое количество зелени. Перемешивать, не перемешивать. Давай. Мешайся. Ну и осталась одна зеленюха сверху. Тут авокадо, ну он тяжелый, ладно, упал, короче говоря. 3 креветки. 3, да? Мне показалось 2, ну может быть и 3, ладно. Выискивать особо не будем. Авокадо тоже немного. Кстати, странно. Авокадо здесь дешевый и, кстати, очень-очень вкусный. Поэтому давайте, наверное, как-то так. Я, признаться, не знаю, хочу ли я это с головой съедать. Ну ладно, голову отдельно. Креветка из заморозки. Голова ватная. Вообще никакого восторга. Абсолютно. Давай еще кусочек авокадо. Авокадо хороший. Да? Отличный, масляный, мягкий. Все как и положено быть этому овощу, фрукту, уж не знаю, там орех он или кто. Называть вот это салат с креветками и авокадо нет, нельзя. Это нужно называть салат с кучей травы, 2 дольками или 3 дольками авокадо и с 2 креветками. Ладно, я просто боюсь, что я сейчас авокадо понравился. Я просто хочу еще один кусочек съесть, но я боюсь, что Роману ничего не останется, поэтому, Ром, давай, пробуй. Реально очень мало. Вы называете блюдо по имени малюсенькой части ингредиентов, которые в нем присутствуют. На мой взгляд, так делать не надо. Это, знаешь, как назвать какие-нибудь макароны с черной икрой.
где у вас огромная миска, значит, спагетти, каких-нибудь макарон и 2-3 икринки черной икры сверху. Вот примерно такое же ощущение. Роман, ты авокадо все попробовал, да? Да. Как твои ощущения? Ну, я не понимаю, Авокадо осталось. А, вот осталось. ну, не понимаю, где такому учат шеф-поваров, что в салат нужно добавлять креветки вот с этим хитином, с башкой. Что это за бред? Ну, в целом, да. Если ты, ты делаешь уже салат, который ты не руками же ешь, там эти креветки вынимаешь, зачем вот это вот? Если это стоит, допустим, 45-50, я бы сказал, ну окей. А это мы сейчас узнаем. Зелени поесть. Да, потому что здесь действительно, во-первых, будет очень большая сейчас претензия к цене, потому что вот он салат, нет, Роман, стоит 95. Ну, с 95 это уже невкусно. Настолько дорого, что невкусно. Но это действительно очень невкусно за 95, потому что здесь, я объясню, в чем дело. Вот этот вот салатик, вы уж простите, что руками, это вот типа обычный, знаете, у нас он там продается, листья салата. Он здесь ничего не стоит. Ну, просто ничего, потому что зачастую ты приходишь на рынок, и тебе его в нагрузку дают. Ровно точно так же, как и китайскую капусту иногда. Ты купил какую-нибудь вещь, там, действительно дорогую, мясо какого-нибудь, да, или кукурузы взял, а тебе вот это вот пучок салата, пучок укропа, пучок лука зеленого или чесночка, там, пару головочек, дают в нагрузку. Это здесь ничего не стоит. То есть вот эти 95, по большому счету, это за 3 креветки. Авокадо тоже дешевый. Ром, авокадо здесь можно отъедаться. Если вы любитель авокадо, приезжайте здесь на рынок, вы покупаете за, по-моему, килограмм, стоит 50 или 40 тысяч донгов. За килограмм. Намного дешевле, он стоит где-то сейчас 30. Я про сезонный, крупный, хороший, который везут из других мест. Потому что местный, он вкусный. Да, для нашего человека он вкусный. Мы уже просто тут придираемся. Так вот, хороший, здоровый, круглый авокадо, вот он 40-50 тысяч донгов за килограмм. Здесь 4 кусочка на 25 грамм положено. Нет, это нет. А вот курочка была интересная. Ну а теперь что же, господа? Я заканчиваю опрос. Вот он. Давай, обновляйся. Проголосовало 427 человек. Нажимаем. Где это нажимать? Остановить опрос. Все, остановить. И таким образом у нас побеждает стейк и суп с рыбой и ананасом. При том, что эти две позиции, они прям с огромным отрывом ушли. То есть 49% набрала суп с рыбой и ананасом, и 36% стейк в ассортименте. Мы стейк сейчас просто выберем какой. А остальные, даже в половину приблизились. Кстати, интересно, что пельмешки, вонтоны. Да, это вот 3-е место заняли пельмешки. Короче говоря, заказываем. Сделали заказ. Прежде всего, это, конечно же, касается стейка. Я начал выбирать, смотрю, сверху здесь какие-то барбекюшные и так далее. Нет, не хочу. Хочу большой, хороший стейк. У них самый большой стейк, к сожалению, 170 грамм. И я выбирал между стейками с винным соусом, с перечным соусом, барбекюшным и грибной сливочный соус. Под сыром, опять же, мы тоже прекрасно уже знаем, под каким сыром они нам подадут. И остро-сырный соус. По большому счету, вот все эти вещи, которые я сейчас перечислил, понятные. А я взял, соответственно, то, что мне осталось неясным здесь. А именно кислый, острый соус. Почему нет? Большой кусок стейка, 170 грамм, цена 179 тысяч под острым кислым соусом. Давайте дождемся. Да. И по поводу рыбки, где она здесь была? Кислый суп с рыбой, которая называется pineapple. То есть я у него спрашиваю, а это рыба ананас? Или это суп с рыбой с ананасом? Он говорит, это и рыба ананас, и суп с ананасом. Короче говоря, сейчас узнаем, что это. Стоит всего лишь 115 тысяч. На мой взгляд, для эксперимента очень даже неплохо. Тем более, что выбрали это вы. А за пиццу чуть ли не самое меньшее количество голосов было.
Роману очень хотелось, но не срослось. А вот, господа, все нам и подъехало. Надо отметить, достаточно быстро. Ну, действительно, где-то 15-20 минут, и вот оба блюда у нас готовые. Зря, может быть, я схватил ножик просто по той простой причине, что стейк-то уже нарезан. Честно говоря, стейк не огромный. Ну, впрочем, на что я надеялся, когда заказывал во Вьетнаме стейк. Вы же понимаете, кроме как в специализированном каком-нибудь стейкхаусе, здесь нормального стейка вряд ли отведаешь. Ладно, посмотрим. Розмаринчик сверху набросан. Давайте из середины посмотрим прожарку. Ага, это я погорячился сказать, что он нарезан. Он надрезан. А это, кстати, странно. Давай распилим, раз такое дело. А зачем надрезать? Чтобы побыстрее приготовилось замороженное мясо? Я что-то не очень понял, в чем прикол именно надрезать. Видимо, чтобы просто побыстрее приготовилось. Слушай, ну, на таком маленьком, тоненьком кусочке вообще неблагодарное дело проверять какие-то прожарки. Короче говоря, типа какая-то сочность присутствует, а дальше там не пойми что. Ну, не знаю. С краю вообще сухомятка. Вот этот кусок, я его режу даже, вот он сухой полностью. Давай уж, ладно. Дорежу по их надрезам. Видимо, это шаг навстречу того, чтобы побыстрее подать. Да, крайние куски вот эти, они очень сухие. Режешь, прям чувствуется, что это сухомятка полная. Жилочка. Жилочка. Ну и здесь по большому счету то же самое. Ну ладно. Попробуем. Для начала просто кусочек мяса. Трав много. Розмарин есть. А вот здесь вот этот вот пресловутый крем-брюле не в тему. Визуально его нет, но он есть у вас на языке. Вот насколько я восхищался, в общем-то, курочкой, которая прям залита этим всем, и вот здорово и хорошо, настолько ужасен вот этот стейк. Во-первых, я из середины взял, как вы заметили. Это сухомятка полная, ни о каком медиуме речи не идет. Ни о каком вкусе говядины речи не идет. Я съел крем-брюле, которое забило все. То есть такое впечатление, что в нем просто мариновалось вот в этом концентрате. Во-вторых, вот этот вот сверху немножко розмаринчика. И это обычная нашинская подошва из самой дешевой говядины, которая никакого отношения к стейку не имеет. Я даже второй кусочек пробовать не хочу. Я лучше, чтобы попробовать соус, попробую с ним картошку. Ой, а там какой-то кусочек лука, что ли? Иди сюда, я тебя хочу. Обычный кисло-сладкий соус. Достаточно много черного перца. В принципе, неплохо. На мой взгляд, может быть даже немножко жидковат. То есть он предполагается так, чтобы ты прям сильно полил им. Да, он неплох. Картошка с ним нормально. Булочка, не знаю, с чем есть булочку. Ну, салатик, понятно. Короче говоря, стейк ужасен. Стейк здесь брать не стоит. Как, в общем-то, и, наверное, в 90 с лишним процентах вьетнамских заведений, ребята, это не про стейки. Есть парочка заведений, где, в общем-то, тоже
не наши какие-то, знаете ли, вот хорошие, толстые стейки там. Пускай не 4-сантиметровые. Пускай 2,5, 3-сантиметровые. Но все-таки, чтобы ты заказал стейк. Кусок подошвы за 175 тысяч донгов? Нет, увольте. Ну, просто не хочу. И дело не в цене в 175 тысяч, а дело в том, что это... Ну, это невкусно. Просто невкусно, я не хочу. Налетай. Да, конечно, господа, и не забывайте про то, что существует также еще у меня канал и на Бусти, где помимо раннего доступа вы также получаете небольшой доступ к, ну, неформатному, что ли, контенту, который публикуется там, просто потому что на Ютубе это иногда просто невозможно из-за их правил запостить. Либо это, например, наши с Романом разговоры о жизни здесь. Так что, да, помимо раннего доступа, получаете еще и доступ к такому контенту. Например, вот сейчас мы будем разговаривать о том, что здесь можно купить на рынке. Мы посидим с Романом, сейчас вот просто поговорим, обсудим, какое мясо, какого качества можно купить самое дешевое на обычных рынках. Так что подписка на Boosty, если вам это интересно, стоит от 150 рублей в месяц. Это очень дешево, на мой взгляд, потому что роликов у нас выходит не порядка, а 10 в месяц. А это означает, что 15 рублей за ролик. О чем речь? Это, я даже не знаю, что такое. Это как добавочка горчички, знаете ли, добавили к своему вкусному блюду, когда смотрите меня. Так что не забывайте, переходите на Boosty и смотрите там всякое. Роман, ты отведал. Несколько кусочков, я смотрю, у тебя даже получилось съесть, потому что я второй не осилил. Очевидно. Рассказывай тогда. Вот этот привкус крем-брюле, это я знаю, что такое. Это у них есть маргарин вот с таким привкусом. И они готовят типа много. Они думают, что вот на сливочном масле они стейк пожарили. То есть ты хочешь сказать, что они думают, что сливочное масло вот такого вкуса? Ну да. А что касается вот вообще в целом этого стейка, я не понимаю, зачем вот в ресторане, куда люди приходят местные, чтобы попробовать как раз такие блюда, потому что, ну, понятно, что они сюда приезжают не за национальной кухни какой-то, а именно вот в меню у них там и пицца, и стейки, и пасты, и все такое, то есть кухня европейская. Почему они не могут, открыв ресторан, вложившись до хрена бабла сюда, заказывать просто нормальную говядину, чтобы были нормальные отрезы для стейков, а не вот это вот, где у тебя жила посередине, которую ты хрен прожуешь, и он еще и тонкий, и непонятно, что ты ешь. У Ромы чуть ли сейчас нецензурное слово не вылетело. Я в целом с Романом абсолютно согласен. Я действительно не очень это понимаю, потому что здорово все построено, и красиво все сделано, и официанты услужливые, быстрые, все хорошо, и кухня работает на потоке, быстрое обслуживание, все нормально. Ребят, а зачем действительно вот так поступать? Вместо хорошего, нормального отреза стейка, значит, ну, у вас в доступе все. Австралия недалеко, Новая Зеландия недалеко. Заказывай, получай. Можно, знаешь, да даже заморозка-то, да и та хорошо будет. Просто разморозьте аккуратненько этот кусочек, знаешь, медленно, и будет отличный стейк, вопросов нет. Зачем эту подошву пихать под названием стейк, мне не очень понятно. Тем более, что даже они заигрываются с этими названиями в меню. Знаете ли, у нас много обзоров было. Вот, например, один из них появится, где написано «австралийская говядина» или там «американская говядина». Уж кто-кто, при всем, как говорится, уважении к американцам, но в говядине они, черт возьми, понимают. Ну, один хрен тебе приносит вот это. Так что с названиями поиграться, да, а вот с качеством не очень. Ладно, у нас супешник. Рыба с ананасом. Ананасовая рыба с ананасом. Давайте посмотрим. Так, что нам тут напихали? Это какой-то хвост. И хвост, очевидно, да. Господа, ананасовая рыба – это пангасиус. О, бамия, смотри, затесалась. Это пангасиус. А это что такое? Бамбук или что-то? Смотри, бамии напихали. Ну, короче говоря, раз, два, три кусочка рыбы. Острота, смотри. Нет, бульон вроде ничего такой. Много напихано. А если еще рыба? Нет, больше рыбы нет.
Это цветок банана. А где ананас? Он, может, где-то, конечно, там внутри есть напихан, но вот... Нет, это, по-моему, этот самый пальма. Слушайте, помидора тут, остроты-то, кстати, навалили. Ясно, понятно. Ананасовая рыба – это пангасиус. Для того, чтобы не называть пангасиус пангасиусом. Я вас понял, ребят. Небольшой лайф, ребят. Я просто у Ромы спрашиваю: Ром, тебе как там, рыбки, вот этого всего положить? Он говорит: мне всего, кроме рыбки. Я говорю: ну тогда накладывай сам, я ж не знаю, чего ты хочешь там, кроме рыбки. Вот бамия там, да, все вот эти вот дела. Может, ананас там внутри где-то и есть. Но у них написано pineapple fish. А когда я делал заказ, и я у мужика у этого уточняю, спрашиваю: а там в самом-то бульоне, в супе есть ананас? Он такой: да, да. Может, он где-то там и есть. Я первый раз слышу, чтобы переводили пангасиуса как рыбой ананас. Или ананасовой рыбой. Ладно, я кусочек пангасиуса отковыряю. Наверное, тешу, чтобы как раз оценить, насколько из болота он взят. Потому что со спинки-то вроде ничего, обычно он. А я вот возьму как раз тешу. Очень жирно, очень болотно. Да, это та самая ерундовина, которая... Вот, Ром, помнишь, мы с тобой до этого, вот когда сами поймали и пробовали, он вроде такой не особо болотиной отдавал. А вот один из последних обзоров был, опять же здесь вот появится, где мы прям обалдели. Это в горшочках было, помнишь, да? Ну да, но для меня... Там он был страшно болотный. Страшно, а обычно просто болотный. То есть для меня всегда это Вот полный... здесь вот эта теша, она ровно так же страшно болотная. Хочешь? Не, спасибо. Ладно, бульон. Травы много. Очень кисло. На меня тут недавно наругались за то, что я, значит, готовя суп, приготовил кашу. Ну да, согласен. Это такой компромисс навстречу каше был. Рецептик я, значит, делал. Мне не понравились комментарии, конечно, когда люди пишут, что я бы такой собаке не подал. Не надо так писать, вы просто не пробовали, это действительно вкусно. Потрошка. А вот с точки зрения вот этой вещи, я не хочу. Вот я бульон попробовал. Может, овощечки бы отсюда я повыедал. Но мне ни рыба, ни бульон, ни, честно говоря, ничего-то еще не понравилось. Ром, говори свое мнение, я съем пару, наверное, бамий каких-нибудь. Но я считаю, что, опять же, это неприемлемо в ресторане не писать, что за рыба, ну, потому что есть люди, например, которые свинину не едят. Есть там люди, которые что угодно, там, верблюжатину не едят. А я вот, например, не ем вот эту рыбу, потому что для меня это, во-первых, невкусно, во-вторых, я знаю, что в ней там до хрена всякой гадости содержится. И вот если бы я себе заказывал, не на обзоре, а вот именно себе, чтобы поесть, и... Ну да, написано-то красиво. Да. И мне принесли вот это, блин, а я это не буду есть, что за фигня? Ну вот я, то есть, схватил себе, во-первых, 2 кусочка остроты, во-вторых, это, похоже, слайсы бамбука и цветок банана. Ну а что касается супа, это такой стандартный вьетнамский суп, я его часто пробовал, но у меня дома такой готовят всегда с морской рыбой. И я ни разу не встречал вообще этот суп, чтобы там была, ну, пресноводная рыба, то есть всегда везде он с морской рыбой подается. Вот я ем овощи, а вкус вот этой болотной рыбы присутствует. Я скажу следующее. Последние 2 блюда не в претензию тем, кто их выбрал. Ребята, это было абсолютно независимое, шикарное взаимодействие с аудиторией. Но просто вот так получилось, что в данном случае что-то и стейк, и вот этот вот супешник, ну просто полный фейл. Острота хорошая, овощички, кстати, неплохие, бамия вкусная, ну куда же она делась. На мой взгляд, здесь вот эта рыба пангасиус абсолютно не в тему. Этот
суп, ну, это плохо. Стоит он, по-моему, 115 тысяч. На мой взгляд, он бы того стоил. Да замени вот эту рыбу на любую практически другую. Я уж не говорю даже там какую-нибудь хорошую морскую, да на того же пресноводного угря, например. И было бы все очень здорово и хорошо. Ну, потому что, ну, действительно, из самого распоследнего болота взяли рыбу. Нет. А, Ром, вот ты булочку подгрыз. Расскажи про булочку, может, кому-то интересно. Че, как она, нормальная? Это же самопечная, очевидно, здесь. Ну да, обычная булочка. Ну, нормально. Ну да. Ну, хорошо. Теперь от этого жира вонючего не отделаешься. Я смотрю на этот кусок. Ну, я правильно, что съел его, а не просто мяско попробовал. Я бы так сказал, знаешь, вот мяско попробовать. Не, ребят, серьезно. Вот название этого блюда по-вьетнамски. Не подходите близко даже, серьезно. Не надо. Вы знаете, место симпатичное. Мне очень понравилось. И снаружи, и внутри. Все очень классно. И хорошие-то столики, и стулья нормальные, сиденья. Внутри кондеи, естественно, пашут. Короче говоря, с точки зрения приятности здесь нахождения, все здорово, все хорошо. По самой же еде, ну, понятное дело, мы не все меню попробовали. Но вот так вот тыкнув, грубо говоря, пальцем в меню, что-то как-то пошло не так, на мой взгляд. Тот же самый салат, который попробовали с креветками и авокадо, это, ну, не салат ни с креветками, ни с авокадо. Это просто трава с огромным, не знаю, количеством там, не с огромным, но с количеством майонеза. Будет ли лучше, если мы бы заказали такой же с лососем? Далеко не уверен. На мой взгляд, забирать мы сегодня, конечно, ничего не будем. На мой взгляд, ну, как-то вот они ширпотребовски сделали. Ребята, измените кухню. Не надо ее пытаться сделать ровно такую же, как везде. У вас отличное заведение. Сделайте свою фишку, и все будет здорово. А как раз про эту фишку я могу сказать следующее. Здесь у них своя выпечка, вот какие-то тортики, корзиночки, йогурты, опять же, например. Делают ли они это сами, либо закупают, не знаю. Вон у них тут огромные холодильники какие-то. Я там проходил, там у них и кухня большая. Если они это сами делают, вообще респект и уважуха. Я лучше, честно говоря, домой заберу сегодня не вот эти все блюда, которые мы уже отправили обратно, как говорится, а пару тортиков, кусочков, долечек. И, может, 2 корзиночки сынишке моему. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Ладно. Давайте резать и пробовать. А резать чем? А резать нечем. Серьезно. Это прям крем-брюлешку. Крем-брюлешку ешь такую. Pineapple fish, твою мать. Это пангасиус, походу, да? А, то есть... Что такое? Сейчас, Ром, подожди, ты же видишь, пошло не по плану что-то.